20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. В ходе разбирательств, длившихся 300 дней, вскрылось множество беспрецедентных преступлений, совершенных руководством Третьего рейха. Состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свидетелей. За 11 месяцев было израсходовано 200 тонн бумаги, 27 тысяч метров звуковой пленки, написано свыше 50 миллионов страниц печатного материала, изготовлено свыше 30 тысяч фотокопий документов, просмотрено сотни километров пленки захваченных документальных фильмов, многие из которых использовались в качестве доказательств зверств гитлеровцев. На основании этой титанической работы трибунал с 30 сентября по 1 октября 1946 года огласил свой приговор. К разным срокам тюремного заключения были приговорены 7 подсудимых: Рудольф Гесс, Вальтер Функ, Эрих Рёдер, Бальдур фон Ширах, Альберт Шпеер, Константин фон Нейрат и Карл Дёнец. К смертной казни были приговорены 12: Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтербруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Альфред Йодель, Артур Зейс Инкварт и Герман Геринг. Приводить приговор в исполнение доверили профессиональному палачу Джону Вудсу и добровольцу Джозефу Малта. Приговоренных разбудили в полночь, после чего начальник тюрьмы полковник Эндрюс в присутствии священника зачитал приговор каждому, и казнь началась. Виселицы соорудили 3, но использовали 2. Пока одного вешали, второго снимали. В сопровождении конвоя каждый нацист поднимался на 13 ступенек эшафота с завязанными за спиной руками. Палач набрасывал на голову осужденного мешок и свою знаменитую петлю с 13 узлами. Священник читал молитву, и преступнику предлагалось сказать последнее слово. За казнью следили 42 человека – священники, военные, врачи и журналисты. Повешенный падал во внутренность виселицы, дно которой с одной стороны было завешено темными шторами, а с 3 сторон было заставлено деревом, чтобы никто не видел предсмертные муки повешенных. После основного процесса работа Нюрнбергского трибунала продолжилась, в результате чего 7 июня 1951 года были казнены еще несколько человек. После начала войны с СССР в июне 1941 года Пауль Блобель был назначен командиром зондеркоманды 4А в составе Айнзацгруппы С, действующей в тыловом районе группы армий Юг. До января 1942 года зондеркоманда уничтожила 60 тысяч человек, включая 30 тысяч евреев в Бабьем Яру под Киевом. После войны Вильгельм Пауль Блобель предстал перед американским военным трибуналом в Нюрнберге, где был приговорен к смертной казни. Его повесили в Ландсбергской тюрьме 7 июня 1951 года. Последними словами Блобеля были: «Меня привели на виселицу вера и дисциплина». Рудольф Вернер Брауне в рядах СС дослужился до звания оберштурмбанфюрер. В октябре 1941 года Брауне был назначен командиром зондеркоманды 115, что входило в состав Айнзацгруппы Д и действовало в Крыму. Под командованием Рудольфа состоялось массовое убийство в Симферополе. Там, в противотанковом рву на 10-м километре Феодосийского шоссе, с 11 по 13 декабря Айнзацкоманда расстреляла 14 300 евреев и 1500 крымчан. В мае 1941 года Брауне был переведен на должность начальника гестапо сперва в Галле, а после в Осло. На Нюрнбергском процессе по делу об Айнзацгруппах Рудольф Вернер Брауне был признан военным преступником и приговорен к смертной казни через повешение, которая была приведена в исполнение 7 июня 1951 года. Эрнст Фридрих Кристоф Фриц Заукель
комиссар по рабочей силе управления 4-летнего плана 1942-45 годов, гауляйтер Тюрингии и обергруппенфюрер СС. Один из главных ответственных за организацию использования принудительного труда в нацистской Германии. Заукель был приговорен к смертной казни за преступления против человечности, главным образом за депортацию иностранных рабочих. Фриц Заукель был единственным из осужденных, кто до самой смерти продолжал твердить о своей невиновности. Его предсмертными словами стали: «Я уважаю американских офицеров и солдат, но не американскую юстицию». 7 июня 1951 года Заукель был повешен. Артур Зейс-Инкварт занимал пост исполняющего обязанности федерального канцлера Австрии в 1938 году. После оккупации Польши и создания на ее территории генерал-губернаторства он был заместителем генерал-губернатора. Также Зейс-Инкварту вменяется создание еврейских гетто и чрезвычайные меры при подавлении польского сопротивления. Артур Зейс-Инкварт был рейхскомиссаром Нидерландов с 1940 по 1945 год. А 4 мая 1945 года германские войска в Нидерландах капитулировали, и Зейс-Инкварт был взят в плен канадскими войсками. В своем последнем слове Инкварт выразился красиво: «Я надеюсь, что эта казнь Второй мировой войны – последний акт трагедии». Его повесили 16 октября 1946 года. Альфред Йозеф Фердинанд Йодель, военный деятель Германии, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта, с февраля 1944 года генерал-полковник. Среди прочего, Йодлью вменялось в вину на Нюрнбергском трибунале активное участие в планировании нападения на Чехословакию, а также в военных действиях против Греции и Югославии. Его подпись стояла под планом «Барбаросса», а также его приказ от 28 октября 1944 года провести эвакуацию всех жителей Северной Норвегии и сжечь их дома с тем, чтобы они не могли оказывать помощь русским. Альфред Йодель перед казнью ограничился коротким воззванием: «Приветствую тебя, Германия». 16 октября 1946 года он был повешен. Йодель умирал в петле 18 минут. Эрнст Кальтер-Бруннер, начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел Германии, обергруппенфюрер СС и генерал полиции с 1943 года, генерал войск СС с 1944 года. В конце Второй мировой войны Кальтер-Бруннер был арестован американцами на территории Австрии и предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, который за многочисленные преступления против мирного населения и военнопленных приговорил его к смертной казни. 16 октября 1946 года Эрнст Кальтер-Бруннер ушел в мир иной с пожеланием Германии, которые говорят горнякам, спускающимся в шахту: «Счастливо выбраться». Вильгельм Бодевин Йокан Густав Кейтель, начальник Верховного командования Вермахта, генерал-фельдмаршал с 1940 года. Это он подписал акт капитуляции Германии, свидетельствующий о полном и безоговорочном поражении Рейха во Второй мировой войне в Европе. А до этого он подписывал совсем другие документы. Так Кейтель подписал приказ о применении военной подсудности в районе Барбаросса 13 мая 1941 года. Приказ о комиссарах 6 июня 1941 года, согласно которому все захваченные политруки и евреи подлежали немедленному расстрелу на месте. 16 сентября 1941 года Кейтель подписал приказ о расстреле заложников на Востоке. За убийство одного немецкого солдата должны быть расстреляны от 50 до 100 коммунистов. 16 декабря 1942 года им был подписан приказ о борьбе с партизанами, согласно которому с немецких солдат снималась любая уголовная ответственность за убийство партизан или жестокое обращение с ними. Солдатам разрешалось применять в борьбе против партизан любые средства без ограничений, как против женщин, так и против детей. Также впоследствии Кейтелю ставили в вину то, что он дал Гиммлеру возможность проводить этнические чистки на оккупированной советской территории, и приказ, согласно которому попавшие в плен летчики из полка «Нормандия» считались военнопленными и должны были быть казнены на месте.
Вильгельм Кейтель считался главным из нацистских преступников на Нюрнбергском трибунале. Перед казнью Кейтель, подписавший акт о капитуляции Германии, вспомнил о солдатах. «Более 2 миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сыновьями во имя Германии». Кейтель умирал в петле аж 24 минуты, 16 октября 1946 года. Эрих Науман. После нападения Германии на Советский Союз до октября 1941 года Эрих Науман состоял в штабе Айнсацгруппы «Б», который располагался сначала в Минске, а потом в Смоленске. С 16 ноября 1941 по 1 марта 1943 года Науман был командиром Айнсацгруппы «Б», действовавшей в тылу группы армий «Центр». В марте 1942 года в ходе массовых расстрелов евреев и цыган от их рук было уничтожено 3500 человек. В декабре 1942 года Науман сообщил в Берлин, что подразделение ликвидировало 134 298 человек. С марта по начало сентября 1943 года он был инспектором полиции безопасности ИСД во 2-м военном округе в Штеттине. А с сентября 1943 по май 1944 Науман был руководителем полиции безопасности ИСД в оккупированных Нидерландах, а также личным представителем местного рейхскомиссара. В мае 1945 года Эрих Науман был арестован в Баварии американцами, но вскоре отпущен, так как представился Рудольфом Бергеном. После освобождения он работал в сельском хозяйстве, пока в апреле 1947 года не был идентифицирован и арестован вновь. Науман был одним из обвиняемых на процессе по делу об Айнсацгруппах, на котором 10 апреля 1948 года был приговорен к смертной казни через повешение. 7 июня 1951 года приговор был приведен в исполнение в Ландсбергской тюрьме. Отто Оллендорф, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, начальник 3-го управления в Главном управлении имперской безопасности, командир Айнсацгруппы «Д». В июне 1941 года Гейдрих назначил Оллендорфа командиром Айнсацгруппы «Д», следовавшей за 11-й армией Вермахта и действовавшей на юге Украины, в Бессарабии, Крыму и на Кавказе. В задачу Айнсацгрупп входило целенаправленное уничтожение евреев, цыган и коммунистов. Подразделение Оллендорфа, в частности, было ответственно за массовое убийство в Симферополе, где 13 декабря 1941 года было убито 14 300 человек, большинство из которых были евреями. Оллендорф не любил использовать выстрелы в затылок. Вместо этого он предпочитал сначала выстраивать жертв, а потом стрелять в них с большого расстояния для облегчения персональной ответственности за отдельные убийства. На каждого убитого человека приходилось по 3 стрелков. После Второй мировой войны Отто Оллендорф был арестован и 7 июня 1951 года повешен. Также в этот день был повешен Освальд Поль, который заведовал учетом всех отобранных у узников концлагерей ценностей и являлся ключевой фигурой в экономике Третьего рейха. Освальд Людвиг Поль, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС, начальник Главного административно-хозяйственного управления СС-1 с 1 февраля 1942 по 8 мая 1945 года. 8 июня 1939 года Поль стал начальником Главного административного и экономического управления в ведомстве СС, а также начальником финансового и строительного управления в ведомстве Министерства внутренних дел. После объединения двух организаций 1 февраля 1942 года он был назначен начальником Главного административно-хозяйственного управления СС. Его главной задачей было управление системой концлагерей, а также передачей изъятых у заключенных ценностей в Рейхсбанк. После войны Поль скрывался с чужими документами, но был арестован британскими войсками 27 мая 1946 года. Освальд Поль был приговорен к смертной казни и повешен в Ландсбергской тюрьме 7 июня 1951 года. Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике. 23 августа 1939 года
Риббентроп прибыл в Москву и был принят Сталиным. Вместе с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым он подписал договор о ненападении между Германией и Советским Союзом сроком на 10 лет, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. 14 июня 1945 года Риббентроп был арестован американскими войсками в Гамбурге. Затем предан Международному военному трибуналу в Нюрнберге. На основании приговора Нюрнбергского трибунала в ночь на 16 октября 1946 года были казнены путем повешения 10 видных нацистских преступников. Одним из них стал Иоахим фон Риббентроп. Перед казнью он провозгласил: «Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на земле». Риббентроп умирал в петле 10 минут. Альфред Эрнст Розенберг – один из наиболее влиятельных членов и идеолог национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. В январе 1918 года Розенберг закончил Московское высшее техническое училище с дипломом первой степени как дипломированный инженер-архитектор. В конце 1918 года переехал в Мюнхен, где занялся писательской деятельностью. Вскоре он познакомился с Гитлером и в 1920 году вступил в НСДАП. Альфред был среди тех, кто оказал огромное влияние на формирование взглядов Гитлера. В частности, именно Розенберг познакомил будущего фюрера с протоколами сионских мудрецов. Как заявлял Розенберг, революция в России произошла в результате тайного заговора, организованного мировым еврейским сообществом, которое, по его мнению, было виновно и в развязывании Первой мировой войны. Во время Нюрнбергского трибунала Розенберг щеголял своим знанием русского и даже поправлял переводчиков, не совсем точно переводивших некоторые слова. Но это не избавило его от смертного приговора. Бывший начальник управления внешней политики Альфред Розенберг стал единственным из 10 казненных в Нюрнберге, который отказался произнести на эшафоте последнее слово 16 октября 1946 года. Ганс Михаэль Франк в 1940-45 годах был генерал-губернатором оккупированной Польши. Он один из главных организаторов масштабного террора в отношении польского и еврейского населения Польши. В 1926 году Ганс получил диплом юриста. Он работал адвокатом НСДАП и представлял интересы Гитлера на 150 процессах. После прихода нацистов к власти Франк был назначен рейхскомиссаром Министерства юстиции. Во время управления Польшей был увлечен в коррупции, но оправдался. После окончания войны Франк был арестован и приговорен к смертной казни на Нюрнбергском процессе. Бывший рейхсминистр юстиции Германии Ганс Франк улыбался на эшафоте и в последнем слове сказал: «Я благодарен за хорошее обращение во время моего заключения и прошу Бога принять меня с милостью». Вильгельм Фрик – один из руководителей национал-социалистической немецкой рабочей партии, почетный опергруппенфюрер СА и СС, юрист, доктор права, кадровый полицейский, рейхсминистр внутренних дел Германии в 1933-43 годах, а также рейхспротектор Богемии и Моравии в 1943-45 годах. С 1923 года Фрик был начальником отдела уголовного розыска полиции Мюнхена. На этом посту он оказывал поддержку Гитлеру, принимая участие в пивном путче. 2 мая 1945 года Вильгельм Фрик был арестован и предстал перед судом Международного военного трибунала в Нюрнберге. Бывший министр внутренних дел пал духом и по пути к месту казни качался и спотыкался. Однако перед смертью Фрик собрался и провозгласил: «Да здравствует вечная Германия». Юлиус Штрейхер, гауляйтер Франконии, редактор главной антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик» и идеолог расизма. Штрейхер был весьма любопытной личностью. Будучи школьным учителем, он заставлял учеников приветствовать его возгласом «Хайль Гитлер». Будучи гауляйтером, любил похаживать хлыстом и стягать тюремных узников. Еще Штрейхер любил шантажировать мужей своих многочисленных любовниц, любил прибрать к рукам что-нибудь ценное из конфискованного еврейского имущества. При том, что Штрейхер был главным редактором газеты, его интеллектуальный уровень оказался самым низким среди всех подсудимых по этому процессу. Риббентроп даже считал ниже своего достоинства сидеть с ним за одним столом в Нюрнбергской тюрьме.
Юлиус Штрейхер стал единственным из обвиняемых, кто бывал уже в Нюрнбергском зале правосудия до процесса в качестве обвиняемого. Его обвиняли в растлении малолетней, но он сумел оправдаться. Единственным из подсудимых в Нюрнберге, которого признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии решений о войне и геноциде. Когда его приговорили к смерти, он сказал: «Разумеется, смертная казнь. Чего еще можно было ожидать? Да и они с самого начала это знали». Приводить в исполнение казнь было доверено американскому младшему сержанту-палачу Джону Вудсу, имеющему большой опыт по этой части. За свою карьеру палача Вудс привел в исполнение 347 смертных приговоров в отношении убийц и насильников. Но всемирную известность палачу принес Нюрнбергский процесс над высокопоставленными нацистскими преступниками в 1946 году. Там Вудсу пришлось потрудиться основательно. Юлиуса Штрейхера ему пришлось под руки тащить к виселице. Тот не только обмочился, но и обгадился от страха и никак не хотел умирать. Пришлось даже додушить его, подтягивая за ноги вниз. Помощник палача Джозеф Малта рассказывал об этом так: «Хуже всех был Юлиус Штрейхер. Это был совсем мелкий человечек. И когда я спустился вниз, он был еще жив. Изо рта у него с хрипом выбивались кровь и пена. Я повис на нем и потянул несколько раз, но он все равно не умирал. Тела висельника и палача переплелись, подобно двум звонарям, раскачивающим язык колокола. Под конец Вудсу удалось сломать ему шею своим фирменным приемом». Про Джона Вудса говорили, что при исполнении он был добряком. Как только из-под ног висельника исчезала опора, палач обхватывал свою жертву за конечности и таким образом утяжелял нагрузку на веревку, чтобы у повешенного быстрее сломались шейные позвонки, и с меньшими мучениями наступила смерть. Вудс погиб в 1950 году от удара током. По одному из предположений, при ремонте электропроводки в своем доме. По другой версии, испытывая электрический стул, которым палач якобы собирался заменить в своей работе виселицу. Предположительно, Джон Вудс уселся на это кресло смерти и в шутку попросил помощника включить рубильник. Помощник шутки не понял и включил. Благодаря системе двух сменных виселиц, опыту американского палача, а также использованию одноразовых веревок и мешков, казнь удалось закончить всего за 103 минуты. После казни приговоренных в зал внесли носилки с трупом Геринга, покончившего жизнь самоубийством. Герман Геринг. Рейхсминистр авиации, рейхсмаршал Великогерманского рейха, обергруппенфюрер СА, почетный обергруппенфюрер СС, генерал пехоты и международный военный преступник. Это ему принадлежат слова, адресованные немецким солдатам: «Убивайте, убивайте, убивайте, а отвечать за все буду я». Много лет Геринга называли вторым человеком после Гитлера. Однако в апреле 1945 года между ним и фюрером произошел разлад. Гитлер публично объявил Геринга виновным в том, что он не смог организовать противовоздушную оборону страны. По приказу Мартина Бормана Геринг был лишен званий и наград, а также исключен из партии. 8 мая 1945 года Герман Геринг добровольно вместе с женой и дочерью сдался в плен армии США, после чего предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге как главный военный преступник. Но Геринг избежал мук в петле с помощью ампулы с ядом, несмотря на круглосуточное наблюдение. Герман улегся на кровать, положил руки поверх одеяла и незаметно раскусил цианид зубами. Когда охрана вбежала, Геринг был уже мертв. Его правый глаз был открыт, а левый зажмурен. После казни тела повешенных преступников и Геринга сложили в ряд. Официальный фотограф сделал снимки. Потом их тела сожгли, а прах развеяли с самолета в реку Изер. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.